Взрывы в столице, десятки раненых и убитых, срочный призыв о помощи. В США призвали ликвидировать Путина. Сенсационное заявление с экрана. Историческая операция ВСУ. Это точно будут преподавать в военных академиях. Расскажем подробности. Болезненный удар по оккупированным территориям, важнейшие военные объекты атакованы, взрывы и возгорания сразу в ряде городов. Крупнейший протест за последние 12 лет. Тысячи людей вышли на улицы столицы. Пойдет ли власть на уступки? Жертва собственной пропаганды. Пророссийский блогер переехал из ЕС к диктатору. И что из этого вышло? Об этих и других событиях к вечеру субботы 1 августа. Выходные не значит, что мир поставили на паузу. Собрали для вас все самое важное к этому часу. В эфире «Нехта». Россия продолжает терроризировать Киев. В результате ночной комбинированной атаки в столице Украины погибли 9 человек, еще 30 получили ранения. Среди пострадавших есть дети. Захватчики использовали для атаки на соседей 35 ракет и 185 БПЛА различных типов. В результате ударов повреждены 18 зданий, в том числе школа и посольство Литвы. В ряде многоквартирных домов люди оказались заблокированы. Горели административные здания, частные дома, магазин и даже киностудия. Среди автомобилей пострадала и машина скорой помощи. Это страна, которая творит геноцид и принципиально воюет против народа Украины. На уничтожение, чтобы мы им покорились, сдались, но они могут выкусить. Сенсационное заявление, причем от того, кого недавно считали большим сторонником Кремля. Ярая трампистка, политическая активистка и блогер Лора Лумер призвала к ликвидации правителя России. Если бы я была президентом Соединенных Штатов и Россия поставляла Ирану оружие, я бы убила Владимира Путина. Я бы нашла способ, чтобы этот мировой лидер трагически и совершенно неожиданно умер от сердечного приступа. Звучит знакомо? Похоже, тут Лумер сделала намек на недавнюю неожиданную смерть сенатора Линдси Грэма, которой она сразу обвинила Россию. В интервью изданию «Киев Индепендент» Лумер напомнила, что Москва помогает Исламской Республике, которая ведет войну с США, а на иранском телевидении каждый день призывают убить Трампа и уничтожить Америку. Но, похоже, она еще не видела, что говорят про Соединенные Штаты на российском ТВ. Да и Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Новые болезненные удары по военной инфраструктуре России в оккупированном Крыму. Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, одной из главных целей стала база морских безэкипажных катеров в районе Черноморского, где, по данным украинской стороны, российские войска хранили и обслуживали и готовили катера для операций в Черном море. Кроме того, украинские военные заявили об ударах по 2 железнодорожным мостам в районе Чонгара и возле Владиславовки. Но ВСУ в эту ночь Крымом не ограничились. Украинские беспилотники атаковали сразу несколько оккупированных городов. По сообщениям местных пабликов, в Зугресе удар пришелся по Зуевской ТЭС, где после атаки вспыхнул пожар. В Бердянске также, предположительно, были атакованы объекты энергетической инфраструктуры, после чего часть города осталась без электроснабжения. Также о взрывах и возгораниях сообщали жители Луганска, Должанска и Севастополя. Большинство мигрантов, прорвавшихся накануне в испанскую Сеуту, уже вернулись в Марокко. Об этом сообщают испанские власти. По официальным данным, за сутки в этот анклав на территории Африки по морю проникли около 50 тысяч человек. Однако к вечеру пятницы примерно 37,5 тысяч мигрантов уже покинули территорию Испании. Во время давки у пограничного заграждения, по данным властей, погибли как минимум 57 человек. Толпа непрошенных гостей оставила после себя настоящий погром: сожженные автомобили, разграбленные магазины. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал произошедшее нападением. Он заявил, что массовый прорыв был организован преступными группировками, воспользовавшимися недавним решением Верховного суда Испании, и пообещал усилить охрану границы.
Киеве протесты, вызванные отставкой министра обороны Федорова, впервые вылились в шествие. Организатор акции, ветеран Дмитрий Козятинский, назвал ее самой массовой с 2014 года. В СМИ оценки расходятся от 6 до 10 тысяч участников. Люди собрались у памятника Тарасу Шевченко и прошлись маршем до площади Ивана Франко с украинскими флагами и плакатами. По словам организаторов, они требуют от власти политического диалога, продолжения реформ в оборонной сфере и возвращения Федорова на должность. Мне не нравится, когда принимаются решения, а потом не могут пояснить, почему они были приняты. Акции в поддержку этих требований прошли не только в Киеве, но и во Львове, Днепре, Одессе, Харькове и многих других украинских городах. Кто был? Поделитесь впечатлениями. Украинское ПВО в эту ночь смогла сбить 154 беспилотника из 185 и только 2 ракеты из 35. В четверг противовоздушная оборона ВСУ показала один из лучших своих результатов, сбив 54 из 74 ракет. Слабый сегодняшний результат продиктован дефицитом соответствующих боеприпасов. Об этом написал президент Зеленский. Просто потому, что нет ракет к Патриотам. И именно такой дефицит перехватчиков против баллистики лишь поощряет Россию наносить такие удары по жизни. Очень важно, чтобы партнеры услышали, что эти средства нужны не где-то на складах для возможных сценариев, а здесь и сейчас, чтобы российскую войну можно было сдержать и остановить в Украине. Накануне стало известно, что Трамп отказался передать Украине дополнительные ракеты «Патриот». Как написал журнал The Atlantic, во время встречи в Белом доме во вторник Владимир Зеленский попросил предоставить 300 ракет-перехватчиков для защиты энергетической инфраструктуры от возможных российских ударов зимой. Однако, как утверждают собеседники издания, президент США вежливо отказал. Ранее Трамп заявил Financial Times, что все еще не принял решение и насчет передачи Киеву лицензии на производство этих боеприпасов. Так и хочется повторить известную фразу одного персонажа про боеприпасы, но с другими фамилиями. Прикинь, там какой огонь, если вот даже на таком расстоянии хорошо прям... Ой, там вообще сильно прям горит. Украинские беспилотники били не только по оккупированным городам, они снова прорвались далеко в тыл агрессора и атаковали стратегические цели в Уфе. В столице Башкортостана прогремела серия взрывов, после которых в городе возникли несколько крупных очагов пожара. В Уфе расположены 3 крупных НПЗ. Канал «Астра» утверждает, что поражен завод «Башнефть» Уфа-Нефтехим. Глава Башкортостана Радий Хабиров описал вот эту картину как задымление из-за упавших обломков сбитого беспилотника. Похоже? Россия отвечает как может. Этим летом агрессоры уничтожили более 200 украинских автозаправок. Об этом пишет Financial Times. По данным издания, украинские власти считают, что удары по АЗС призваны нарушить работу гражданской инфраструктуры в прифронтовых районах. Кроме того, это просто месть за удары по НПЗ. Правда, атаки ВСУ более болезненные. По подсчетам Reuters, из-за ударов украинских беспилотников страна потеряла около 40% мощности нефтепереработки. Financial Times также отмечает, что к концу июля полностью восстановить удалось лишь 8 из 26 поврежденных нефтеперерабатывающих заводов. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Пока самые высшие чиновники России наперебой заявляют, что никакой мобилизации не планируют, компании массово ищут соответствующих спецов. Как посчитало агентство, только за последнюю неделю работодатели разместили около 1300 новых вакансий, связанных с воинским учетом и мобилизационной работой. Среди тех, кто ищет таких сотрудников, правительство Москвы, Роскосмос, Почта России, структура Минобороны, а также крупные государственные и частные компании. Ряд российских СМИ ранее написали о плане режима Путина объявить о мобилизации сразу после сентябрьских выборов в Думу и призвать в армию от 500 000 до 1 200 000 граждан.
ВСУ снова переписали учебник по военному делу. Украинские спецы впервые поразили российский комплекс С-300 FPV-дроном. Об этом сообщил ветеран сил обороны Украины Дмитрий Путят. По его словам, в июле украинским военным впервые удалось уничтожить зенитный ракетный комплекс С-300 с помощью обычного FPV-дрона коптерного типа. Путята назвал эту операцию уникальной. Россияне выстраивают эшелонированную систему противодействия беспилотникам. Следует признать, что во многих случаях эта система выглядит достаточно продуманной, однако на практике она сталкивается с серьезными проблемами при реализации на местах. Как пишет Путята, в данном случае, цитирую, «либо это сделано не было, либо, к счастью, кто-то выполнил свои обязанности крайне некачественно». Никогда не употребляйте свой товар. Это правило мы знаем из фильмов о наркодилерах. Ну и кое-кто еще должен принять его на вооружение. Например, пропагандисты на службе у диктаторов. Латвийский блогер Максометр раньше активно нахваливал режим Лукашенко, но после бегства в Беларусь начал жаловаться на жизнь. И я очень, скажем так, честно говоря, положа руку на сердце, я очень надеялся, что вы это оцените. То есть вы оцените то, что я переехал из Латвии в Беларусь, что я на вашей стороне. Понимаете? В результате, после моего переезда, в Беларусь, ваша финансовая поддержка меня как блогера снизилась практически до нуля. Максометр переехал в Беларусь в 2023 году. До этого он получил известность на YouTube благодаря провокационному контенту, поддерживал Александра Лукашенко и Владимира Путина, а после переезда регулярно рассказывал в интервью о том, что в Латвии якобы притесняют русскоязычных. Ну что, латыши, вы же нам говорили, чемодан, вокзал, Россия. Вот теперь мы на Красной площади. По данным СМИ, блогер в Латвии был еще и злостным неплательщиком алиментов. Кто именно, по его словам, прекратил финансирование, в публикации не уточняется. Есть советы для жертвы собственной пропаганды? Делитесь в комментариях. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся утром.